Друзья, всех приветствую на канале Трудовичков, с вами Сергей, и тут мы будем трудиться на благо наших сотрудников. На повестке дня новости в сфере охраны труда, которые, напоминаю, собраны в специальном плейлисте для вашего удобства. Итак, приступим. Функции по организации производственного контроля возлагаются на руководителя эксплуатирующей организации или руководителя обособленного подразделения юридического лица в соответствии с федеральным законом 116 ФЗ и правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденными правительством РФ постановлением от 18 декабря 2020 года номер 2168. Руководитель организации, ответственный за эксплуатацию опасного производственного объекта 4 класса опасности, руководит производственной деятельностью. Аттестацию, собственно, проходят руководители организации и их обособленных подразделений, которые занимаются проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов 1, 2 или 3 класса опасности. Также работники, которые руководят производственной деятельностью в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Руководитель организации, ответственному за эксплуатацию опасного производственного объекта 4 класса опасности, проходить аттестацию в области промышленной безопасности не нужно. Предлагается обновить комплектацию аптечек для оказания первой помощи работникам. Изменения направлены на повышение эффективности соответствия современным медицинским стандартам. Количество медицинских масок сократится с 10 до 2 штук, что соответствует рекомендациям специалистов по гигиене и профилактике инфекций. В аптечку добавят еще одно устройство для проведения искусственного дыхания, что улучшит сердечно-легочную реанимацию в теории. Для контроля за оказываемой помощью в состав аптечки будут добавлены блокнот и маркер. С их помощью можно будет фиксировать время наложения кровоостанавливающего жгута. Планируется, что изменение вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Аптечки, собранные по старым требованиям, будут действительно до окончания срока годности, но не позднее 31 декабря 2027 года. В проекте по улучшению процедуры привлечения общественных инспекторов в области промышленной безопасности и контрольным мероприятиям предлагается внести изменения в соответствующий порядок, утвержденный приказом Ростехнадзора от 2 августа 2017 года номер 293. Изменения предполагают выдачу специальных удостоверений общественным инспекторам. Удостоверения будут подписываться руководителем Ростехнадзора или его уполномоченным заместителем и выдаваться в день обращения общественного инспектора или его представителя, действующего по нотариальной удостоверенной доверенности. Общественные инспекторы смогут участвовать в контрольных мероприятиях и действиях Ростехнадзора при осуществлении постоянного государственного надзора, включая контроль за объектами, подлежащими такому надзору. Также представлен образец удостоверения общественного инспектора. Цель изменений – привести положение приказа Ростехнадзора в соответствии с требованием федерального закона 25 декабря 2023 года 637 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Кроме того, постановлением правительства РФ от 22 апреля 2024 года номер 520 внесены изменения в положение о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности. Они касаются объектов, связанных с ядерным оружием и ядерными энергетическими установками военного назначения, а также уточняют порядок осуществления постоянного государственного надзора на объектах 1 класса опасности. Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, определяет требования к различным элементам системы. Ростехнадзор в письме от 28 марта 2024 года номер 210-7067 уточнил, что проектировщик должен классифицировать сосуды как группы сосудов на этапе проектирования. При этом он должен учитывать технологические процессы, параметры рабочей среды, указанные в технической и проектной документации. Для определения области распространения ФНП ОРПД необходимо учитывать максимальные значения давления и температуры рабочей среды, а также ее физико-химические свойства и факторы безопасности, влияющие на оборудование. Если в проекте или документации от производителя указано, что определенное оборудование относится к группе сосудов, то оно так и будет рассматриваться.
С 27 апреля положение о Федеральном государственном пожарном надзоре будет действовать в новой редакции. Особое внимание будет уделяться объектам, важным для национальной безопасности, а также другим объектам с повышенными рисками пожара. Среди них особо ценные объекты культурного наследия, закрытое административно-территориальное образование, федеральные территории, где работает специализированное подразделение Федеральной противопожарной службы. Введен постоянный пожарный надзор. Его порядок и права государственных инспекторов особых объектов регламентированы. До 1 декабря утверждается график проверок, до 31 декабря контролируемые лица получат уведомления. В рамках постоянного надзора проводятся осмотры, опросы, сбор письменных объяснений, запрос необходимой документации, анализ образцов, инструментальное обследование, испытания и экспертизы. В правилах произошли изменения, которые включают в себя уточнение определений 4 терминов, связанных с работой электростанций. А именно были уточнены такие термины, как общестанционное оборудование, ремонт по техническому состоянию, система ремонта зданий и сооружений электростанции и энергоблок. Также были уточнены требования к плановым ремонтам, включая планово-предупредительный и ремонт по техническому состоянию. Собственно, изменения вступят в силу 6 мая 2024 года. Что ж, на этом пока все. Надеюсь, вам было интересно, но чтобы я узнал, естественно, прошу предоставить обратную связь в виде лайков, дизлайков и комментариев. Делитесь своими мыслями, также делитесь этим видео, отправляйте друзьям, коллегам, где только угодно, я буду рад. Также не забывайте подписываться, ведь вместе мы сделаем мир безопасней.